Приветствую вас, уважаемые садоводы и огородники! Ваша рассада будет крепкой и здоровой, если выращивать ее в правильной почве. Будущий урожай напрямую зависит от качества почвенной смеси. Ни в коем случае не высевайте семена овощных культур в чистый перегной или компост. Несмотря на то, что саженцы очень быстро вырастут благодаря обилию питательных веществ, корни у них будут развиты очень слабо, и растения плохо приживутся на участке. Для начала давайте определимся с понятиями: почвосмесь и рассадный субстрат. Почвосмесь или рассадный грунт – это смесь органических компонентов – торф, огородная земля, компост – с примесью неорганических, таких как песок, перлит, минеральные удобрения. А рассадный субстрат – это все, что может заменить почву – опилки, перлит, гидрогель, песок, минеральная вата. Общие требования к почвосмесям. В зависимости от выращиваемой культуры, почвенная смесь для рассады может состоять из разных компонентов, но существуют определенные требования. Почва для рассады должна быть плодородной, то есть в ней должны быть все питательные вещества, которые необходимы для роста. Содержание компонентов должно быть сбалансированным. Кроме органики, в почвосмеси для рассады должны быть и макро- и микроэлементы. По структуре почва должна быть легкой и рыхлой, чтобы корни растений получали воздух. Почвосмесь должна хорошо впитывать и удерживать влагу. Уровень кислотности почвы должен быть нейтральным. В почве не должно быть инфекций, болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов, которые могут погубить молодые растения. Из чего приготовить грунт для рассады? Хорошим считается такой почва-грунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические компоненты. В качестве органических компонентов почвенной смеси можно использовать компост, в том числе из запавших листьев, перегной, огородную землю с грядок, которую перед применением необходимо обеззаразить от возбудителей болезней и личинок-вредителей, дерновую землю, торф, мох сфагнум, лузгу подсолнечника, измельченную яичную скорлупу, древесную золу. К неорганическим компонентам относятся речной песок, керамзит, перлит – это экологически чистый материал с нейтральной кислотностью, вермикулит – пористый, также экологически чистый материал, содержит небольшое количество калия, кальция и магния, гидрогель – измельченный пенопласт. Чего в почвосмеси быть не должно? Ни в коем случае не добавляйте в почву для рассады глину. Глина сделает грунт плотным и тяжелым. Будет хуже проходить вода и воздух. В таком субстрате нежные сеянцы будут болеть и могут погибнуть. Нельзя добавлять неперепревшие листья, так как в процессе разложения будет выделяться тепло и уменьшается количество азота. Если температура почвы поднимется выше 30 градусов, корни рассады могут погибнуть. Для каждой культуры нужен свой почва-грунт, свой вариант смеси. Сейчас вы увидите на экране возможные варианты почва-грунта для разных культур – капусты, томатов, огурцов и перца.
можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из 2 частей огородной земли, 1 части перегноя или перепревшего компоста и 1 части торфа и 1 части опилок или песка. В зависимости от культуры необходимо внести определенное удобрение. Теперь вы знаете правила составления почвенных смесей и сможете смело браться за дело. Поделитесь вашим мнением, был ли данный материал вам полезен. Друзья, если понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Садэксперт, чтобы не пропустить новые выпуски. Надеюсь, эти советы пойдут вам на пользу. Желаю всем обильного урожая!